Приветствую вас! Хоть предыдущие разработки завода УАЗ и не увидели серию, а некоторые хоть и выпускались, но ограниченной партии и только для перевозки груза внутри завода, заводские конструктора не стали останавливаться и продолжили экспериментировать с имеющимися уже серийными автомобилями. И благодаря их стараниям в 1973 году на свет появился этот экспериментальный 16-местный автобус с колесной формулой 6х4, получивший заводской индекс УАЗ-452К. Внешне он почти ничем не отличался от стандартного серийного УАЗовского 452 автобуса. Автобус оснащался все тем же бензиновым мотором ОМЗ-451 объемом 2,5 литра, мощностью 70 лошадиных сил и четырехступенчатой коробкой передач. Также осталась от серийника вагонная компоновка салона. Единственное отличие нового автобуса от стандартного УАЗа-452В был удлиненный салон и еще одна дополнительная задняя ось. Для распределения крутящего момента двигателя к осям установили оригинальную раздаточную коробку. Также на базе автобуса параллельно шли работы по созданию для сельского хозяйства трехосной версии бортового двухтонного грузовика под индексом УАЗ-452ДГ. Однако по итогам испытаний выяснилось, хоть благодаря третьей оси и улучшилась проходимость по бездорожью, но возросший расход топлива, а также увеличивающаяся масса автомобиля и неизбежное усложнение конструкции свели все преимущества на нет. И было решено данный автобус и бортовой грузовик в серию не запускать. Но этот проект не был забыт навсегда. На базе трехосного автобуса был разработан реанимационный автомобиль Медея для нужд горноспасателей Грузии, который выпускал кооператив «Вездеход» из грузинского города Балниси с 1989 по 1994 год и который еще можно встретить на дорогах. Позднее, благодаря старанию Гиви Квернадзе, был разработан на базе трехосного УАЗа автомобиль Тбилиси, у которого была доработана трансмиссия, где был сделан более длинный вал от первой оси и переделана раздатка, а кабина изготовлена из панелей колхиды. Силовым агрегатом уже служил форсированный двигатель УМЗ-451М. Вот так первоначальная разработка трехосного УАЗа послужила дальнейшему созданию на его базе других не менее значимых автомобилей. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под эти видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.